наступило 10 июня, и участники нашего марафона Smart Marathon помнят, что в этот день я объявляю победителей самых активных, самых увлеченных желанием стать лучше. Я и команда Sony Mobile просто не ожидали, что вы будете настолько активными, и мы решили выбрать два победителя, которые получат вот такие фитнес-браслеты Smart Band 2, с помощью которых вам будет легче и удобнее наблюдать за своим прогрессом. Выбрать лучших было действительно очень сложно, и важным показателем являлось то, насколько вы увлечены нашим марафоном, насколько четко вы выполняете все задания и, конечно же, техника выполнения ваших упражнений. Итак, победители нашего марафона Настя и Ира, вы огромнейшие молодцы, и со всеми участниками нашего марафона мы вас поздравляем и желаем дальнейших успехов. Каждый из вас, кто сделал хотя бы одну тренировку из нашего марафона, уже молодец и победитель. Вы выиграли старт в свою новую спортивную жизнь. Я еще раз поздравляю победителей, ну а мы переходим к видео. Всем привет, друзья! Ну что ж, наконец-то я снимаю новое видео на своем канале, и оно наконец-то разговорное, потому что за последнее время, мне кажется, были какие-то тренировки, и как-то не хватало с вами общения, поэтому я решила, что это видео будет о фитнес-покупках, тем более этой рубрики уже давненько не было на моем канале, и, как вы видите, мне есть о чем вам рассказать. Как мне кажется, в этом ролике у нас будет больше продуктов питания, именно новинок из правильного питания, которые помогут вам сделать его еще проще, еще вкуснее. Тут действительно продукты, которые я очень давно искала и которые хотела давно попробовать. И также будут еще новинки из спортивного питания. Так что давайте скорее начнем. Москва, конечно, огромнейший город, где каждый для себя что-то может найти. Но в основном, если я что-то искала для себя, то это было в одном магазине, второе будет в другом магазине. И вот так вот я, как какой-то следопыт, выискивала то, что мне необходимо. Совсем недавно я случайно просто заехала на метро Белорусская, и мы с Димой зашли в какое-то кафе, покушали там, решили прогуляться, и потом пошли по маленьким улочкам и нашли совершенно новый магазин правильного питания. Это даже какой-то кафе-бар и магазин, который совсем недавно открылся, то ли 10 дней назад, то есть мы удачно попали в удачное время. И там я унесла вот такую огромнейшую сумочку покупок. Кстати, магазин называется «Любимая еда будущего», очень логичное название, как мне кажется. Там у них, кстати, можно попить свежевышитые соки, смузи, в общем, одно удовольствие мне было там находиться. И там девушка-консультант посоветовала мне самые такие ходовые бестселлеры, которые берут абсолютно все, кто заходит в магазин. И, наверное, начну с вот такого веганского сыра. Я не вегетарианец, не веган. Я человек, который ест все, и я особо не привередлива. Но почему-то очень многие у меня спрашивают, как я отношусь к вегетарианцам. И вот людям, которые не употребляют животного происхождения продукты, я могу сказать, что я отношусь к ним как и к любым людям, которые придерживаются своего принципа какого-то питания. Если им нравится, если это работает для них, если они чувствуют себя здоровыми людьми, а это самое главное, то, пожалуйста, я ни в коем случае не буду доказывать какие-то свои факты, приводить и что-то кому-то доказывать, опять же, спорить с кем-то, каждый сам для себя что-то выбирает. Поэтому я чисто для интереса решила попробовать вот такой вот сырок. Там, по-моему, был желтый, я взяла зеленый, потому что мне посоветовали, что он самый вкусный. Буду пробовать и обязательно вам расскажу, может быть, в каком-то блоге питания, как он мне на вкус. И следующее, о чем я хочу вам рассказать, это колбаса, которую я взяла в этом магазине. Нет, вы не ослышались. Это колбаса, действительно, которую я показываю в блоге о правильном питании и которую можно есть. Я очень часто слышу от девушек, что вот они сейчас неправильно питаются, хотят перейти на более здоровый рацион, но никак не могут они избавиться от колбасных изделий в своем холодильнике. Они настолько привыкли делать какие-то бутербродики, они настолько привыкли к этому вкусу, запаху, что просто не знают, как от нее отказаться. Так вот, вот такая колбаса — это как раз отличный вариант для тех, кто хочет перейти на правильное питание. Дальше, что я очень давно хотела попробовать, это вот такое какао-масло, и оно состоит из таких вот брусочков, которые можно использовать в любом назначении. Вы можете отрезать маленький кусочек, класть на сковородку и что-то, допустим, блинчики какие-то жарить. Я думаю, аромат и вкус будет у этих блинчиков просто божественный. Можно также растопить это масло и добавить как в заправку к какому-то салату, использовать при приготовлении выпечки какой-то. Но также можно использовать это масло как для тела, для лица, так и для волос. То есть это универсальный продукт, который
как в питании подойдет, так и в уходе для себя. И последнее, что я хочу вам показать, но не последнее из пакета, потому что это все-таки те новинки, которые мне хотелось попробовать. Это у нас хлебцы льняные, свекольные. У них, по-моему, было то ли 7-8 разных вкусов и видов этих хлебцов, то есть выбор реально невероятный, там вот такие вот стеллажи. И они идут без муки, без дрожжей, без консервантов, 100% натуральные, они даже выполнены вручную, то есть это не какая-то машинная обработка этих хлебцов, а богатой клетчаткой и ручной работы, да, как я сказала. Слушайте, реально очень вкусно, я прям действительно в восторге, не ожидала, потому что в основном такие хлебцы, они какие-то очень пресные, а, к примеру, если еще намазать какой-то творожок на них, положить, допустим, авокадо или просто так, даже в перекус, мне кажется, это очень вкусно. Мне кажется, я как фитнес-блогер все-таки влияю каким-то образом на ваш выбор. Я могу предложить вам разные варианты, постоянно говорю о каких-то новинках. И мне очень приятно, когда вы пишете, что вот Таня, спасибо, ты посоветовала что-то. Таня, спасибо, это действительно работает, это действительно вкусно, это действительно полезно, мне понравилось. В общем, спасибо тебе. И для меня это высшая похвала. И вот у меня так было с протеином от Meal2Go. Я действительно сама его употребляю, мне самой он нравится, и я всегда стараюсь пробовать какие-то новинки от них. Если вот мне что-то понравилось, я более детально стараюсь следить за этой фирмой. И вот у них появился вот такой вот БЦА, и, честно говоря, у меня не очень хороший был опыт с БЦА, потому что я как-то заказала БЦА, по-моему, от Optimum Nutrition. Во-первых, мне скрыли упаковку, он, мне кажется, уже подпортился, и мне он очень не понравился, потому что он был очень горьким, и я просто не знала, как люди вообще его могут пить, как этот ужас можно вообще употреблять, так что я как-то не пыталась искать что-то новое. И вот я увидела, что у ребят появился БЦА, еще и с разными вкусами. Я решила попробовать все-таки, потому что если уж мне понравился протеин и другие продукты, то, возможно, с БЦА будет то же самое. И я, честно говоря, не прогадала, потому что у них на данный момент, по-моему, 4 вкуса. У меня здесь 2 упаковочки. Одна упаковка с вкусом гуарана, вторая дыня. И я еще взяла вот такие вот пробники, чтобы уж наверняка себе определиться, что мне больше понравится. Тут еще лесные ягоды и лимон. Особенность этого БЦА является в том, что незаменимые аминокислоты лейцин, изолейцин и валин расположены именно в таком варианте, чтобы не тратить времени и не рассказывать вам очень долго и нудно про БЦА, что это такое и кому это нужно. Я оставлю ссылочку на своем видео, где я очень подробно обо всем рассказываю, зачем это необходимо. Вот примерно вот такая чайная ложка с небольшой горкой, это примерно около 5 грамм. Я засыпаю в емкость, обычно это у меня шейкер, и дальше мне необходимо залить обыкновенную чистую воду, я все-таки добавляю воду, около 250-400 грамм. Да, разница большая, но дело в том, что чем больше жидкости, естественно, тем менее значительным будет чувствоваться вкус. Чем меньше жидкости, тем действительно он будет такой более ядреный. И в этом случае многие пишут, что ой, вкус такой химозный. Дело в том, как сильно вы растворяете продукт в воде. Напиток, который вы выпейте перед тренировкой, во время тренировки или после нее и получите свою дозу незаменимых аминокислот. Так, мы продолжаем с вами тему питания. И так как я бываю довольно часто в разных городах России, я уже была в Краснодаре, в Уфе, в Самаре, в Питере была, еще буду в Новосибирске. И в Москве также тоже я буду проводить некоторые мероприятия. И, конечно же, я очень часто встречаю вас, моих подписчиков, и вы своими улыбками просто даете мне новый глоток эмоций, новый глоток мотивации. И, конечно же, от многих вас я получаю некоторые подарочки, мне это безумно приятно, и почему-то очень часто мне дарят мед, и это самая меньшая часть от того, что у меня есть. У меня еще есть пол-литровая бутылевая банка, не спрашивайте, как я ее провозила через аэропорт, это было очень смешно, конечно, но медом я уж точно оснащена, и вообще в нашей семье мед очень ценится, и мы всегда любим разные вкусы попробовать. У меня Дима вообще какой-то целый гурман в этом плане. И мед тут у меня есть из Башкирии, то есть башкирский мед, это тоже какой-то медок очень, и они все настолько разные, то есть если вы любите мед, ставьте огромный палец вверх, это вы мои люди. И здесь просто очень много подарочков от вас. Здесь миленькие такие стикеры, личные послания, которые останутся личными лично для меня. Очень много разных магнитиков на холодильник. Если бы вы видели сейчас мой холодильник, он просто полностью облеплен разными такими магнитами. Это очень приятно. Здесь очень много разных открыток от Питера. Мне так жалко, что я не успела погулять, но я надеюсь, я еще успею побывать в Питере. Девчонка, которая знала, что я
вырвала себе зубы мудрости, это было буквально на прошлой неделе, подарила мне детское питание, это очень приятно, потому что вы волнуетесь за меня, за мое здоровье. Здесь у меня вот такие вот хрустики морковные, кстати, как Дима еще на это, он, наверное, не видел этот пакет, нет, он все-таки видел его. У нас здесь живет маленькая такая мышка проворная по имени Дима, который все пакетики вскрывает и съедает. И еще одна открытая коробочка с маленьким стикером «Припасы на Марс». В общем, это так приятно, что вы знаете наши какие-то глупые прикольчики, то, что вы смотрите, и вы знаете меня, вы знаете нас, и это очень приятно, действительно. Здесь у нас подушечки из полбы с шоколадом. В общем, это как такие хлопья с молоком. В общем, очень приятно. Будем пробовать. Как видите, они уже были опробованы. Это меня вообще просто сразило на повал, потому что у меня только-только закончилось масло для волос. Пусть это будет видео о питании, неважно, но спасибо большое. Прям вот в точку. Здесь у меня такая бомбочка для ванны и соль для ванны. Это очень приятно. Я настолько люблю все вот эти вот штучки для красоты, для расслабления. Это просто... классная тема. Масло для ванны еще. Кстати, масло для ванны? Интересно, а как его использовать? Напишите, если кто знает, масло для ванны. Наверное, крем какой-то. Интересно. Вот такая вот интересная вот шкатулочка. Я очень люблю такие вещи. Тут тоже нарисован Питер, разные такие достопримечательности. И очень милое зеркальце. Вот вы каким-то образом чувствуете то, что мне необходимо. Невероятнейшие поступки от вас, то, что вы еще и дарите мне подарки. Это я должна вас благодарить за ваши просмотры, за ваше внимание. Это я должна вам говорить спасибо. Я понимаю, что каким-то образом я вас смотивировала заниматься спортом. Многие девчонки, мои подписчицы, говорят, что вот если бы не ты, я не занималась спортом. Я, честно, становлюсь ступор от этих слов, потому что на самом деле я ничего такого не сделала. Я просто снимаю видео, даю вам возможные варианты исполнения упражнений, рассказываю какие-то полезные вещи о продуктах, какие-то, в общем, теоретические вещи. Это всего лишь как оболочка того, что вы можете выполнить, а может быть и не выполните. То есть сам факт того, что вы меняете себя, это ваше дело, это ваши руки, ваши ноги встают с кровати, идут и что-то делают. Я всего лишь даю возможность и разные варианты этого исполнения. Так что только вы обязаны себе своими результатами, и только вы делаете себя лучше с каждым днем. Так что если бы я бы могла вас обнять со всей силы, каждого из вас. Я понимаю, что многие расстраиваются, что я не приезжаю в другие города, но уж так получается. Мне бы очень и очень хотелось обнять все мои 400, сколько там подписчиков, тысяч. Это настолько огромнейший опыт в моей жизни, что мне удалось вообще поездить по разным городам и увидеть вас. В общем, спасибо большое, что вы приходите и радуете меня своими улыбками. И большое вам спасибо. Мы увидимся в следующем видео. Всем удачи. Пока-пока.